Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. Продолжаю обзор низкорослых томатов, которые выращиваю в открытом грунте. Томат лунная Гаргамель. Селекционер Николай Жигалин. Скрещивались два сорта: Гаргамель и лунный камень. Мы с вами привыкли, что Гаргамель — это индетерминантное растение, а Николай вывел низкорослый сорт, который в открытом грунте вытягивается до 1 метра. И получаются вот такие красавцы. Посмотрите, здесь срослись два плода и даже есть две вершинки. Детерминантный, лист простой, сильно рассеченный, не очень длинный. В открытом грунте растение вытягивается примерно 1,10 м. Формировала растение в 3 стебля. И вот он уже там завершковался. И так себя ведет каждый стебель. Урожайность достаточно хорошая. Кисти есть простые и более сложные. Никакой подвязки не требует. В каждой кисти от 3 и до 6 плодов. В неполной спелости плоды очень красивые, изумрудного цвета, с большим количеством антоциана. Чем больше будет на них солнышко попадать, тем они будут красивее. Некоторые сливочки с носиком по форме. Здесь тоже формируется сливка с носиком. Ну а некоторые формируются вот такие, чуть пошире. Но все равно это все сливовидная форма. Окраска плодов очень экзотическая. На малиново-бордовом фоне оранжевые штрихи и зигзаги. Из плеч спускается антоциановая лава. И антоциан по всему плоду. А также присутствуют небольшие золотые точки. Средний вес плодов от 70 и до 100 граммов. Но встречаются даже плодики и побольше. Особенно те, которые сросшиеся. Высокорослый сорт Гаргамель передал новому сорту лунная Гаргамель красоту своих плодов. А вот сорт лунный камень передал прекрасные вкусовые качества и понизил рост куста. Ведь сама Гаргамель высокорослая, почти до 2 метров. А сейчас лунная Гаргамель всего лишь 1-1,20 метра. И форма плодов чуть-чуть округлилась. И плоды стали выглядеть более утонченной сливкой с небольшим носиком. А вот так выглядят плоды по мере созревания. Мякоть у плодов плотная, мясистая, маслянистая и очень сочная. Семенные камеры находятся в розовом геле, и семена очень крупные. Вкус классический томатный, с хорошим балансом сладости и кислинки и очень ярким ароматом. Фруктовые нотки отсутствуют, а вот терпкие нотки присутствуют. За счет этого очень яркий аромат и насыщенное послевкусие. Низкорослый томат лунная Гаргамель отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Томат Митроша. Селекционер Татьяна Нагле, Латвия. Родители этого красивого сорта — кубинское салями и минусинское плоское сердце. Растение среднеспелое, индетерминантное, но если выращивать в открытом грунте, высота растения примерно 1,20 м. Строение очень тонкое, лист простой, не длинный. Растение очень и очень компактное и много места не занимает. Прекрасно завязывает плоды по всему стеблю. В неполной спелости плоды светло-салатного цвета с темно-зелеными полосочками. Ну а если этот сорт выращивать в теплице, то он будет очень высоким, до 2 метров. И в теплице его можно вести
в 3 и даже 4 стебля. Ну а здесь я повела всего лишь в 2 стебля, так как лето у нас холодное. Кисти длинные, достаточно длинные черешки. И ни одна кисть не заламывается. Форма плодов перцевидная, вытянутая, очень длинная, до 15 сантиметров. Почти все плоды вот с таким изящным длинным носиком. У некоторых плодов носик бывает втянутым внутрь плода. При полном созревании плоды становятся ярко-красного цвета с оттенком оранжевого, и они полностью покрыты оливковыми полосками с металлическим блеском. На солнышке плоды переливаются. Ну а вот так меняется цвет по мере роста плодов. Они красивы в любой стадии. Кстати, вес у них от 80 и до 150 граммов. Томат Митроша не только красив, но и дико урожаен. А еще у него бонус. Томаты не растрескиваются. Мякоть на разрезе лососевого цвета. 2 семенные камеры. Семена достаточно крупные, их немного. Толщина томатной стенки примерно миллиметров 8. Сока в томатах мало, но при этом они не сухие. Вкус сладкий, с фруктовой ноткой, очень приятный. Такие томаты хороши для вяления. Ну и, конечно, неплохи для использования в соленом и маринованном виде. Сорт Митроша пополняет нашу коллекцию семян. Отличная новиночка, которая будет прекрасно смотреться в баночках. Низкорослый томат королевский палец. Селекция США. Растение среднеспелое, детерминантное, низкорослое. В открытом грунте вытягивается примерно до метра. В теплице вытянется до 1,50 м. Лист простой, сильно рассеченный. Строение очень тонкое. Я его не стала формировать. Сначала пыталась, но потом оно у меня, видите, все в плодах. Тут их просто море, этих плодов. Оно у меня уже просто склонилось. Урожайность просто потрясающая. Плодов формирует очень и очень много. Кисти длинные, обильные. В них до 9 и бывает даже более плодов. Плодоношение длительное. Мне кажется, он будет завязывать до заморозков. И хочу еще отметить у него устойчивость к похолоданию, к низким температурам. Ни один томат не растрескивается. Хорошая устойчивость к болезням. Форма плодов пальцевидная. У всех какая-то она своя, индивидуальная. При полном созревании томаты становятся ярко-красного цвета. Длина плодов от 10 и до 15 сантиметров. А вот вес у них от 50 и до 100 граммов. В неполной спелости плоды салатного цвета и бывают вот такие темно-зеленые плечики. Еще такие плоды очень хорошо снимать вот именно в такой технической спелости. И они будут прекрасно дозариваться дома, очень долго лежать, плоды не портятся. Ну а собрав томаты в технической спелости, вы будете ими лакомиться не 1 месяц. Мякоть плотная, сахаристая, сока не очень много, но при этом томат не сухой. Томатная стенка примерно 8 миллиметров. Вкусен в свежем виде, обладает ярким ароматом, вкус сладкий, с едва уловимой кислинкой. Хороший томат и в свежем виде кушать в салатах, ну и, конечно, для заготовок, для вяления, для консервирования. Идеальный сорт. Томат королевский палец
отправляется в нашу коллекцию семян. Томат Лепрекон Робс. Это новинка селекции от Татьяны Нагле, Латвия. Сорт среднеспелый, детерминантный. В открытом грунте вытягивается примерно до 1,20 м. Лист простой, сильно рассеченный, достаточно длинный. Стебли очень крепкие, достаточно мощные. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета с большим количеством антоциана. Кисти длинные, на длинных черешках. Опс. Вот такие красивые плоды. Просто заглядение. Почти все плоды плоско-округлые, но встречаются и сердцевидные. Семена этого сорта получила очень поздно и поздно посеяла. И он, конечно, не успел себя раскрыть в полной красоте и урожайности. Поэтому я, конечно, семена выставлю в магазин, но на следующий год его буду повторять. Форма плодов плоско-округлая, с пышными плечами, с ребристостью от плодоножки. И, как всегда, все лепреконы очень-очень красивого цвета. Цвет плодов просто привлекательный. Малиново-розовый с пурпурным антоцианом. Средний вес томатов от 100 и до 250 граммов. Мякоть просто огонь. Розово-малинового цвета, плотная, маслянистая, сочная. Семена в розовом геле достаточно крупные. Вкус очень яркий, насыщенный, прекрасный баланс сладости, легкой фруктовой кислинки. Конечно же, это салатный сорт. Томат Лепрекон Робс пополняет нашу коллекцию семян. Вы знаете, я бы сказала, что этот томат из серии самых красивых и самых вкусных. Томат Лепрекон Робс пополняет нашу коллекцию семян. Томатный гном, который так и называется. Оконный гном. Американская селекция. Выращиваю его впервые и просто влюбилась. Растение среднераннее. Плоды созревают очень и очень дружно. Это ампельное растение. Я его высадила в 20 литров кашпо. Вот идет основной стебель. Он примерно, сантиметров 30. А дальше идут стебли. Пасынковать его не нужно, так как это ампель. И пасынки спускаются от 50 и до 1 метра. Лист простой. Листьев, кстати, очень и очень мало. Сейчас я уже все обрезала, чтобы вам показать, какая урожайность с одного растения. Начала обрезать и вспомнила, что я его еще не сняла. Вот столько я уже собрала. И лишние пасынки тоже уже обрезала. Лишние стебли. Кисти формирует, как бы вот не уронить, от 4 и где-то 6 плодов. Все плоды вот такой красивой сливовидной формы. При полном созревании сливочки ярко-красного цвета. Почти алые. По неопытности, так как выращиваю первый раз, пыталась его подвязывать, как обычные томаты. Но делать этого не нужно. Вообще ни к чему не подвязывайте. Он у вас потом сам ляжет по горшку. Также его можно выращивать и в открытом грунте, но что-нибудь под него подстилать. Потому что у него очень короткий штамбовый стебель. А дальше все, он расходится вот на такие стебли. Вот тут уже все ободрано. Но стебли, я говорю, бывают и до 1 метра.
Потрясающая урожайность, ну просто какая-то огромная. Он как конвейер. И сливки очень-очень плотные, которые будут хороши для любого вида переработки, для консервирования. Ну и, конечно, вкусны в свежем виде. Вот такой ящичек собрала с одного куста. Ну, одной рукой, конечно, не поднять. Не знаю, наверное, здесь килограмма 3, если не больше. Средний вес сливок от 50 и до 80 граммов. Еще приятный бонус. Томаты не растрескиваются. Мякоть ярко-красного цвета. Семена в красном геле. Сама мякоть очень плотная, сочная. Толщина стеночки примерно 6 миллиметров. И у томата хороший вкус. Они сладкие, с легкой кислинкой. Хороший аромат. Этот сорт пригоден не только для переработки, но и для свежих салатов. Томат оконный гном пополняет нашу коллекцию семян. Замечательный сорт. Это просто находка сезона. И завершить сегодняшний обзор хочу томатным гномом морские колокольчики. Селекционер Джеймс Хейнс. Это селекционер, который создал томат Сержант Пеппер. И создал не менее прекрасный сорт только для открытого грунта. Растение среднеспелое, детерминантное, очень крепкое. В открытом грунте вытягивается примерно до 1,20 м. Снизу давно уже все плоды сняли. Это уже пошло у нас, как говорится, осеннее закладывание плодов. Их просто огромное количество. Посмотрите, сколько их здесь. И они все ведь не маленькие. Лист простой, чуть-чуть курчавый, жестковатый. Цветочные кисти простые. Завязывают 6-8 плодов. Вот такой интересной формы. Кисти закладываются очень часто. Вот видите, кисть, лист, опс, и снова кисть. Снова лист, а там снова кисть. То есть кисти закладываются через 1-2 листа. Этот сорт можно снимать вот в такой технической спелости. Они хорошо дозариваются и очень длительно хранятся. В неполной спелости плоды темно-зеленого цвета с изумрудными плечиками, которые спускаются от плодоножки. Плоды грушевидной формы, средний вес от 50 и до 100 граммов. Ну а при полном созревании плоды становятся густо красного цвета. Мякоть на разрезе пурпурного цвета, семена в розово-желтом геле и семена достаточно крупные. Толщина томатной стенки примерно 5 миллиметров. Томаты плотные и при этом очень-очень сочные. Кожица не растрескивается. Вкус приятный, сладкий, с кислинкой, с пряными нотками и хорошим ароматом. Прекрасный томат для консервирования. Ну а также можно использовать для свежих салатов. Томат очень долго хранится, поэтому можно его снимать с куста в технической спелости, когда он у вас уже набрал сортовые характеристики по весу и по размеру. Хранится долго и вкусовых качеств не меняет. Томат «Морские колокольчики» пополняет нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ру. Мы всегда ждем вас в гости. На этом все. Увидимся в следующих обзорах. Вы были на канале Зеленый огород. С вами была Елена. Пока-пока.